Okay. Hello, everyone. Добрый вечер. Welcome. Добро пожаловать. I think I know some of you already from previous times. Raise your hand if I've met you before, here or somewhere else. Поднимите руки все, с кем мы уже встречались здесь или в каком-то другом месте. Yeah, I recognize a few Я уже многих faces. из вас узнаю. And the rest of you that are here are new? А все остальные, кто здесь присутствуют, вы новенькие? Good, okay. Are you new to channeling or just new to me? Вы впервые встречаете меня или вы впервые находитесь как бы рядом с ченнелером, с феноменом ченнелинга? Вы уже знакомы? И то, наверное. И то, yeah, both. To both? Okay, well good. I like people that are here for the first time. Хорошо, когда люди приходят в первый раз, мне это очень нравится. This is probably about my 5th time visiting Moscow. I love coming to Moscow. Это уже 5-й раз, когда я приезжаю в Москву. I've met great friends here. Yana is one of them. Я здесь встретила замечательных друзей, и Яна это одна из них. She began as my translator and became a dear friend. Она начинала как мой переводчик и стала хорошим другом. And I hope I become friends with all of you. It would mean a lot to me. И я надеюсь, что мы подружимся со всеми вами, потому что это для меня очень много значит. So I live in the States, in Oregon, just above California, but I travel quite a bit around the world. Я живу в Соединенных Штатах, в штате Орегон. Это чуть выше, чуть севернее Калифорнии, но я очень много путешествую по всему миру. I've been working with channeling and channeling Gaia for almost 20 years now. 20, Я уже почти 20 лет занимаюсь ченнелингом Гаи. If you would have asked me 20 years ago that I would be in Moscow or anywhere else channeling, I would have told you it was impossible, it was a dream. И если бы 20 лет назад вы спросили меня, сказали бы мне, что я окажусь вот здесь в Москве или еще в каком-то месте со своими сессиями по ченнелингу, я бы сказала вам, что это мечта, что это сон, что это нереально. But life is strange in the way that only life is strange. Но жизнь такая странная штука, и она странная в той только степени, в той именно степени, в которой может быть странной жизнь, только жизнь. And over the years, my life has changed quite a bit to include this gift and the ability to share it. И в течение этого времени моя жизнь очень сильно изменилась, и она теперь включает в себя этот дар и возможность поделиться этим даром с другими. So channeling is something I started to do as a child. I had visions and experiences that were pretty undeniable. Ченнелинг как феномен проявился в моей жизни с раннего детства. То есть уже в детстве у меня были такие опыты, когда я видела какие-то видения или слышала какую-то информацию, и я не могла это отрицать. And the truth is that these experiences were so special, so unique, so in some ways heavenly that I didn't even bother to wonder if they were real or not. But as children, we don't often do that. We trust a lot more as children. И этот опыт в моей детской жизни, он был настолько всеобъемлющим, настолько полным, что я никогда не ставила перед собой вопрос, насколько он реален. И действительно, в детстве мы так устроены, мы больше доверяем, мы меньше задаем вопросы. And over the years, I have had the opportunity to study some of the esoteric sciences, some of the metaphysical truths, and it's taken me in many different interesting directions. И в течение последующих лет своей жизни я изучала много эзотерической литературы и сталкивалась с разными эзотерическими опытами, и это меня, в принципе, привело к развитию этих способностей и привело меня в разных новых направлениях. Открыло много новых направлений. I consider myself a student much more than a teacher. Я больше считаю себя ученицей, в большей степени, нежели учителем. But one of my favorite things to do is to teach channeling. Но одна из самых любимых моих вещей, которыми я занимаюсь, это обучать людей ченнелингу. I think because I've been doing it for so many years now, and because it really does come easy to me, and I've seen it come the same way for others. И теперь я уже делаю это много лет, и я знаю, что ченнелинг пришел достаточно просто ко мне, и вижу на этих своих семинарах, как точно так же просто он приходит к другим людям. Channeling is one of the most simplest, one of the most natural things that we do, and we do it all the time. Ченнелинг – это такая вещь, которую мы делаем очень естественным образом. Она естественно к нам приходит, и мы, в принципе, делаем это постоянно, в течение всего времени.
We do it as artists, we do it as writers, we do it as mothers and fathers and business people. Мы делаем это в качестве художников, в качестве писателей. Мы делаем это, когда мы являемся просто родителями, матерями, отцами. И мы делаем это иногда и в бизнесе. And the only difference between me and others is that I go into a light trance as I do it. И единственная разница между мной и остальными состоит в том, что я погружаюсь обычно в состояние легкого транса, когда я занимаюсь ченнелингом. And that I trust the process so much after all these years that I give myself to it completely. И после всех этих лет я настолько доверяю самому этому процессу, что я отдаюсь ему полностью. You know, in life we're very interested in our individual selves and how we hold ourselves in the world. В течение жизни очень важно, насколько мы знаем свою индивидуальность, самих себя, и насколько мы способны выразить эту индивидуальность. We have a certain identity, a certain way that we feel about ourselves, and that keeps us a little bit separate from each other. У нас есть определенные личностные качества, которые мы очень сильно ассоциируем с самими собой. И вот эти ассоциации, это представление о самих себе, оно немножко держит нас на расстоянии от нашей личности. When I channel, that separation is completely erased. И когда я нахожусь в состоянии ченнелинга, это расстояние, это разделение полностью уничтожается, оно уходит. And in those moments, I could be you, or I could be you, or I could be you. В эти моменты я могу стать вами, или каким-то еще другим человеком. Because at some way, at some point, we really are all connected. Потому что в какой-то степени, в какой-то точке мы все соединены друг с другом. It's the way that Spirit sees us, and it's the way that the Earth sees us too. Так нас видит Дух, и так нас видит планета Земля. Although I've been channeling for about 20 years, I've been channeling Gaia's energy for just about 15 years. Я занимаюсь ченнелингом больше 20 лет, но моя связь с Гаей продолжается немногим больше 15 лет. And the experience came to me after a huge earthquake that I went through in the Los Angeles area. И начало этой связи относится к тому периоду, когда я пережила очень сильное землетрясение, которое происходило в районе Лос-Анджелеса. It was one of those moments that was so awful, so difficult that you think somehow if you live through that moment, it will change your life. Это был момент настолько интенсивный, настолько страшный и настолько трудный, что вы говорите себе в какое-то мгновение, что если вы пройдете, если вы переживете этот опыт, он полностью изменит вашу жизнь. And it did. It really did change my life. Within a matter of months, my life was completely different. И это действительно со мной так и произошло. В течение нескольких месяцев моя жизнь полностью переменилась. From that experience came all of the other ones that I've had since then. И из этого опыта выросли все остальные переживания, весь остальной опыт дальнейших лет моей жизни. And since then, I have been bringing forward messages from the planet, from our Earth, that touches us. И я приношу с тех времен послания от нашей планеты, от нашей Земли, послания, которые затрагивают нас всех. I do sessions for individual people. I do seminars that are about all different subjects. Я провожу индивидуальные сессии с людьми, и я провожу семинары, и, в принципе, мы рассматриваем достаточно большое количество вопросов. We do, especially now with so many energies about 2012 coming, it's a great time to find out what's happening today, tomorrow, and next year. В особенности сейчас, в это время, когда приближается 2012 год, нас всех интересует это, и поэтому у всех накопилось очень много вопросов касательно этого времени, и этим темам мы уделяем значительное внимание. And even though I go from country to country around the world, it would surprise you to know just how similar we are in the kind of things that we want to know. И несмотря на то, что я путешествую по очень разным странам, вы не можете себе представить, как похожи вопросы, которые задают люди, и как похожи те темы, которые волнуют людей, вне зависимости от того, в какой стране они живут. We want to know that life has meaning. We want to know that it has purpose. Нам важно знать, мы хотим знать, что у жизни есть смысл, что в жизни есть цель. We want to know that as individuals we make a difference in the life that we're living. Мы хотим знать о себе то, что как отдельные личности мы способны принести изменения в ту жизнь, в которой мы живем.
We want to know that the earth beneath us is sentient, is alive, is loving, and loves us. Мы хотим знать, что планета, по которой мы ходим, Земля, по которой мы ходим, она такая же разумная, как и мы, и что она поддерживает и несет нас по жизни. We want to know that the economies in the world are going to improve. Нам очень хочется знать, что экономика всего мира находится на подъеме. We want to know that there's going to be plenty of resources around the world for everyone. Мы хотим знать, что ресурсов на этой планете хватит на всех. We want to know that there is a possibility that there will be an end to wars around the world. И мы хотим знать, что есть такая вероятность, что на планете Земля больше не будет войн. And we want to know why there are things in the world like suffering and pain and how we can move beyond that. И мы хотим знать, почему на этой планете по-прежнему существует боль и страдания, и как мы можем это преодолеть. Those are the kinds of things that people ask about everywhere. И это те вопросы, которые люди задают повсеместно. And yet you would think that the answer would be the same everywhere, and that's where there's differences. И вам может показаться, что и ответ будет одинаков везде, но именно в плоскости ответов и лежат различия. And the differences come from the fact that we really do choose where to place ourselves upon the planet, where to live. И различия проистекают из того, что мы действительно выбираем, где, в какой части земного шара мы будем жить. We have chosen our families, our identities, and the geographies that we call home. Мы выбираем свои семьи, мы выбираем свою личность, и мы выбираем географию, на которой мы воплощаемся. Географию, которую мы называем своим домом, местом. And it all matters, and we matter. И это все имеет значение, и мы имеем значение. And that's my favorite message to carry around the world. И это мое любимое послание, и с этим посланием я иду по миру. So tonight I just wanted to spend a little time with you to introduce myself to you and to introduce Gaia to you in case you didn't know where the messages came from or what they looked like. И сегодня я выбрала провести с вами немного времени, чтобы представить вам себя, чтобы представить вам Гаю, если вы еще до сих пор с ней не знакомы или не знакомы с ее посланиями. There's a few Gaia books that are out in print now in Russian, and there's more to come. Сейчас вышел ряд книг уже на русском языке, книг Гаи, и еще несколько книг готовятся к печати. And it's one thing to buy a book and to read some words and have them resonate with you and say, this means something. И одно дело купить книгу, прочитать и почувствовать какой-то резонанс внутри с информацией, которую несут эти слова, и сказать себе, да, пожалуй, в этом есть какой-то смысл. But it's something else to see and to feel that energy for yourself. Но совершенно другое дело увидеть эту энергию и почувствовать ее присутствие рядом с собой и внутри себя. So that's what I'd like to do with you tonight. I hope you're in the mood for it too. И это то, что я собираюсь сделать сегодня, и я надеюсь, вы тоже настроены именно на такой распорядок. So sometimes I call these evenings in English, I call them what's new and what's next. Иногда, когда я веду семинар на английском языке, я такие вечера называю, что новенького и что последует дальше. Which means it's an opportunity for Gaia to choose the topic or for you to choose it as well. Это означает, что у Гаи есть возможность выбрать какую-то тему, и у вас тоже есть возможность. These are fun and interactive evenings, so there are opportunities for you to interact with Gaia directly. Это обычно очень веселые мероприятия, и у вас есть непосредственная возможность пообщаться с Гаей. So this is not just a listening evening, this is a participating evening as well, something special. Это вечер, где вам не обязательно просто сидеть и слушать, это вечер, в котором вы можете участвовать. И это очень особенный момент. One of the benefits of channeling Gaia for as many years as I have, and trusting the way that I do, allows Gaia's energy to use my whole body. И одно из больших преимуществ, которым я пользуюсь, проводя ченнелинги Гаи в течение такого длительного времени, это то, что Гая может пользоваться полностью моим телом, располагать моим телом. So you might see other channels that sit in a chair and with their eyes closed channel a message. Вы можете увидеть других ченнелеров, которые сидят неподвижно на стуле с закрытыми глазами, и сквозь них тоже проходит какая-то информация, и они ведут свои сеансы таким образом. And I can do that too. Я так тоже могу делать.
But isn't it so much more fun if Gaia has my whole body and can walk around the room and interact with you? Но не лучше ли, когда Гайя располагает мною полностью, и я могу двигаться по аудитории и общаться с вами? So apparently Gaia had the same idea a number of years ago. Похоже, что несколько лет назад у Гаи появилась точно такая же идея. So like 12 years ago or more, I'm at a seminar and I'm standing there. 12 лет назад произошел такой случай, когда я была на семинаре, и вот я стою перед аудиторией. And that morning, for some reason, Gaia had told me to wear sensible shoes. И почему-то утром этого дня Гайя посоветовала мне надеть удобную обувь. And there I was, sitting in a nice stage, thinking that's how it was going to go. И вот я сижу на такой очень удобной сцене и думаю, что именно таким образом будет проходить и все мероприятие. And you know, I'm not too tall, and they had given me kind of this nice podium to stand behind on top of two boxes of books. Я не очень высокого роста, поэтому организаторы мне предоставили такой небольшой, невысокий подиум, который был сделан из 2 стопочек книг. So I start out that way, and I'm holding on to this podium. И вот я начинаю говорить и держусь за этот подиум, на котором я стою. I can only imagine that you could probably only have seen my head about this much, maybe. И вы можете меня представить, вот я стою, от меня видно только голову, ну и вот немножко верхнюю часть шеи и груди. So I start to get that feeling, that trance-like feeling, and I start to feel Gaia's energy. И вот я вхожу в состояние транса и чувствую в себе энергии Гаи. And the next thing I know, almost with this superhuman strength, Gaia moves the whole podium over. И следующее, что я понимаю, это то, что с нечеловеческой какой-то силой Гайя заставляет меня отодвинуть весь этот подиум от себя. And in this really big voice says, the only thing I stand behind is humanity. И этот сильный, мощный голос говорит, единственное, на что я могу опираться, что может поддерживать меня, это человечество. And then I feel my body get up and start to walk across the stage. И я чувствую, как мое тело поднимается и начинает передвигаться по сцене. So I felt like I was over there watching my body walk across the stage. И мне казалось, что я нахожусь вот в одном конце сцены и вижу свое тело, как оно двигается совершенно в противоположном направлении по сцене. And in some strange way, I felt to myself, I gotta hurry up and get in there. И по какому-то странному такому совпадению у меня внутри такая мысль: надо мне поторопиться и совместиться со своим телом, которое уже передвинулось в этот момент. So I did. И так я так и сделала. And for a few strange moments, my body felt like a little bit robot-like. И в течение некоторых мгновений тело мое ощущало себя немножко как ощущает, наверное, робот. As if it was mine, but not exactly mine. Оно было моим, но не вполне моим. And the strange thing was that it actually felt better than when it was mine. И могу вам сказать, что это даже было как-то приятнее, было лучше, чем когда оно просто было моим. You know, you'll see for yourself in a few minutes that Gaia actually stands straighter than I do. She walks better than I do. И вы через несколько мгновений увидите, что на самом деле Гайя несет себя более прямо, держит себя более прямо, чем я держу себя, и она передвигается даже лучше, чем я передвигаюсь сама, находясь в своем теле. And ever since then, this is how it's gone. И вот с того времени все это так и происходит. So I'm happy to share that with you tonight, and I really do want you to interact with Gaia. Итак, я очень рада, что я могу сегодня вечером всем этим с вами поделиться, и рада, что у вас есть возможность взаимодействовать с Гаей. You will see that as she walks around the room, she sometimes touches a shoulder or a hand. I hope that's okay with you. И вы увидите, когда Гайя перемещается по залу, иногда она дотрагивается до головы или до плеча. И я надеюсь, что это ничего, что вы не будете пугаться. She sometimes pauses in front of someone and stares into your eyes. Иногда она может остановиться напротив кого-либо и посмотреть прямо в глаза. And if you ask Gaia a question, sometimes she'll ask you a better question back. И если кто-то из вас иногда задаст вопрос, вы можете выяснить, что она задаст вам встречный вопрос, который будет гораздо интереснее, гораздо лучше вашего. And in general, it's usually a very nice interaction. И обычно эти взаимодействия, эти контакты с Гаей очень приятные, очень хорошие. So before we get started, do you have any questions about me or about channeling or about this evening?
Пока мы не начали, есть ли у вас какие-нибудь вопросы по поводу меня или по поводу ченнелинга или по поводу нашего сегодняшнего вечера? Yeah? Вопрос заключается в чем? Ну, я достаточно долго ищу ответ на вопрос про назначение своего. То дело, да, где я могу максимально как бы, реализовываться, достичь успеха, да. А можно ли с помощью ченнелинга вот как бы понять вот это, да, что это такое свое предназначение и этот ответ может быть всегда правильный? То есть вот эта информация всегда может быть, не ошибаться, ну скажем так. It's been a while in my life that I'm looking for an answer for one question. I'm looking for a goal. I'm looking for some kind of a target, and I'm looking for a field where I can fulfill myself in the best way. So, can I have an answer through channeling on this question? And is generally the answer correct? The answer which I can get through channeling experience. That's a good question. Это хороший очень вопрос. The answers that you get in channeling are generally broad and specific. Обычно те ответы, которые вы получаете в результате ченнелинга, они, с одной стороны, очень широкие, а с другой стороны, они очень специфические. So they are broad enough that they won't take away your personal power, your truth, your free will. Они настолько широки, чтобы не забрать у вас как бы вашу ощущение вашей внутренней силы или вашей свободной воли. And they're narrow enough that you can count on it, you can feel it. И в то же самое время они достаточно узкие, чтобы вы могли на них положиться, чтобы вы чувствовали эти ответы. In some ways, your question is a fair one, but it's a little bit complicated. Этот вопрос, который вы задали, он справедливый, но он немного сложный. I have done probably, I don't know, a few thousand sessions over these years. Я за эти годы провела, наверное, 1000 сессий с людьми. And I have heard people ask questions similar to yours. И я слышала, как люди задают вопросы, которые очень похожи на ваши. Not that you're not special, but finding that special thing to do in life is a common theme. Не поймите неправильно, смысл не в том, что вы не особенные, а смысл в том, что людям свойственно искать вот эту цель и свойственно искать оптимальное приложение в своей жизни. And I have watched some people get a very specific answer, and some people get something that takes them closer to their target, but not right there. И я видела, как некоторые люди получают очень конкретный, очень специфический ответ на этот вопрос, а некоторые люди получают более широкий ответ, но ответ, который тем не менее приближает их к тому, что они ищут. I would like to say that I know why that is. I don't know exactly why that is. Я бы хотела сказать вам, почему так происходит, но у меня нет ответа на этот вопрос. I think it has something to do with how we're living, whether we are doing our work on that or just hoping that someone or something will deliver it to us. Я думаю, что здесь много зависит от того, каким образом мы живем. Делаем ли мы что-то сами, предпринимаем ли мы что-то сами, или мы надеемся, что что-то или кто-то даст нам ответ на этот вопрос и принесет нам то, что мы ищем. I think it has something to do with how close we are to it, or if it's supposed to come forward at a certain crossroads that we find ourselves in life. Еще, наверное, это зависит от того, насколько близко мы подошли уже к пониманию и к нахождению этой цели. Близко ли мы находимся, или нахождение этой цели находится на каком-то перекрестке в жизни, к которому мы только еще один приближаемся. вопрос. Как найти, чего хочет человек от себя, от жизни, допустим, да, как это найти? Может, совет может дать? So the question is, how a person in general find this, this road in life, this goal in life. Is it possible? Yes, it is absolutely possible. Это, конечно, все возможно найти. А вы спрашиваете еще как? И совет? Да, допустим, в общем, But now I have a question for you. He would like to have a general advice how to do it. Есть какой-то способ? У Пеппер есть к вам встречный вопрос. Да, я слушаю. So my question is, if you got an answer from Gaia or from another channel that was exactly what you're asking, but the answer was something so completely different than something that you imagined that it could be, would you trust it?
Вопрос заключается в том, если вы получите ответ на ваш вопрос от Гаи или от какого-то другого ченнелера, но ответ этот будет настолько отличаться от того, что вы ожидаете услышать, поверите ли вы в этот ответ и доверитесь ли вы? Ну, по крайней мере, я попробую. I will try. Yeah. And can you imagine what it looks like on the other side from spirit looking at us on this side? Можете ли вы себе представить, как это выглядит как бы с другой стороны, со стороны духа, когда он смотрит на нас, с другой, со своей стороны? And they're going, hey, wake up, I've got a message for you. И он говорит примерно так: эй, просыпайся, у меня для тебя есть послание. I've been calling you for a couple of years. Я уже несколько лет до тебя пытаюсь достучаться. I have this great thing to tell you. У меня есть для тебя такая важная, замечательная информация. And on the other side they're going, oh God, are they going to listen this time? И с другой стороны ты такой: ой, опять неужели мне придется все это выслушивать? Oh, here's another non-believer. What are we going to do with this one? И в основном все это так и происходит. Вот опять мы сталкиваемся с этим нашим человеческим неверием. Неужели это еще будет один пример вот этого неверия нашего? А почему мы вообще должны верить? Может, дух нас обманывает? Why do we have to believe first place? Maybe spirit can, play tricks with us. Oh, well, yes, it's possible. Да, это возможно. I think we probably play more tricks with ourselves than what Spirit does with us. Но на самом деле Подвергаются сомнению. мы сами с собой играем в гораздо более серьезные шутки, как бы, и сами больше себя обманываем, чем нас обманывает дух и играет с нами. You know, the thing is, if it rings true to us, if we can feel it, Заключается правда в том, что если есть внутри резонанс, если мы можем чувствовать, if it is useful to you, if it's practical to you, if you can feel it, you will use it. если информация, которую вы получаете, для вас является практической, если вы можете ее использовать, вы сможете ее использовать по-настоящему. You know, channeling doesn't always give us anything else than what our own intuition would give us, but we don't listen to that either. Обычно ченнелинг не дает нам больше, чем дает нам наша собственная интуиция. We listen to that chatter in our head more than we listen to anything else. Мы вот к этой говорилке, которая находится внутри нашей головы, прислушиваемся гораздо больше, чем к чему-либо еще в нашей жизни. Yeah. Что вы имеете в виду под термином говорилка? What do you mean by this chatter in the head? Oh, you know, your voice that says you should do this, you didn't do it, you didn't finish your project. You know, the voice that's always complaining. Голос, который постоянно жалуется и говорит вам, что вы это должны сделать, или вот это должны делать, или вот этот проект должны закончить, или The one that never shuts up, that one. тот, который никогда не затыкается, вот этот. The one you can't make go away when you try and meditate, that one. Тот, который вы пытаетесь как бы заставить замолчать, когда вы пытаетесь заниматься медитацией, тот, который вам никогда не дает это сделать. The one that says yes, but to every good idea we have. Тот, который на каждую хорошую идею, которая у нас рождается, говорит нам в ответ «да, но». А как вы с этим справляетесь? How do you cope with it? Oh, I make peace with the fact that I have that voice too. Я как-то пришла к мирному договору и с этим голосом тоже. Yeah, I have my human self and my human voice, and I have a part that's a little bit wiser, a little bit quieter, and I listen to that too. У меня есть моя человеческая сторона, у которой есть мой человеческий голос, и есть более обширная сторона меня, которая более мирная и более тихая. И в основном я слушаю как раз вот эту вторую сторону. You know, luckily with channeling, I go into kind of a trance that allows me to do that. But when I'm not in that, I can't meditate any better than anyone else I know. Мне немного повезло в том смысле, что я впадаю в состояние легкого транса, когда я занимаюсь ченнелингом. А когда я вне этого легкого транса, я могу тоже медитировать, пробовать, как и вы, у меня получается совсем не лучше, чем у среднего человека. I have a busy mind as well. Очень-очень активный разум. Yeah, there are some people that really have that ability, that you know, art to quiet the mind in any time that they want to. I don't have that. У некоторых людей есть такая замечательная способность, они могут просто заставить свой ум замолчать. Но я не принадлежу к этой категории людей. Yana has it, right? Да. I thought you had it. Unfortunately, I don't have it. What else? Anything else? Questions?
еще какие-нибудь? What topics would you really like to explore tonight? We have this great time tonight to be together. Yes? Замечательный вечер. О чем бы вы хотели сегодня Вот поговорить? вы говорите, что у человека якобы есть какой-то свой собственный внутренний голос. You say that, вы имеете в виду внутренний человеческий или нечеловеческий? И человеческий, и нечеловеческий. So you say that we as humans, we have these two kinds of voices. One the voice of our human part, and the other is this greater, quieter voice. Не кажется ли вам, что все люди очень управляемые существа? Don't you think that people are very primitive biocomputers, and in general we are very easily guided actually? Которым с детства каких-то файлов в голову насуют, и им кажется, что они сами думают, что From это our собственный early голос, childhood, we что have these собственные files of information which we consider to be our А это все own. иллюзии. But actually they are not our own. We just think that we are thinking. Человек This is попадет в illusion. христианскую среду, он будет кричать «Христос воскресе». For example, if Попадет к someone, мусульманам, будет кричать «Аллах Акбар». for example, if someone Нас в grows up коммунизме in травили, мы все кричали Wait, otherwise I'm going to miss your question. So, for example, if someone grows up in a deep Christian environment, finally he ends up chanting Нас в коммунизме учили, у нас prayers здесь to Jesus СССР кричал «Да Christ, здравствует Muslim they chant prayers to Allah, and we as former communists, we were taught to believe in communism. Вы разве не видите, что люди это управляемые существа? Don't you think that someone is always ruling us, always guiding us? We don't have anything by ourselves. We don't have anything to say by ourselves. Какого своего внутреннего голоса? So we have no this immanent inner voice. We just, proclaim this general information which we pick up from the early childhood. I think that there is a part of us, the knower, that is within, Внутри нас есть часть, которая знает. that is always connected to a deeper truth and can always access that. И эта часть, она всегда может дотянуться до более важных и глубоких истин, и эта часть знает об этом. So that in any moment we can, yes, listen to all that programming that we've had from childhood, this life, or before this life. И в любой момент действительно у нас есть, мы можем выбрать, слушать тот голос, который нам, ту информацию, прислушиваться к тем программам, которые мы собирали в детстве, и в этой жизни, и в прошлых жизнях. У нас есть такая возможность. Or we can choose to put our awareness on something else that's greater. Либо мы можем воспользоваться другой возможностью и перенести свое сознание в те области, которые содержат более глубокие истины. But I think our lower human self is, yes, very easily programmable, very easily hypnotized, yeah. Да, наша человеческая составляющая, она очень программируемая, и она очень легко гипнотизируемая даже. But our desire can take us beyond that too. Но наши желания могут перенести нас дальше. Не очень верится. Вот мы при коммунизме жили, Yeah. Good. нам запрещали читать книги. Yeah. For example, we grew up during the communist era, Right. regime, Никаким the своим communist сознанием regime я с этой книгой познакомиться не мог. prohibited us from certain types of books. У нас сейчас тоже запрещают книги в России. 700 книг запрещено. Сильных книг. Сколько? И никаким 700. 700 sometimes. Now in modern Russia, some books are also prohibited. For example, right now, over 700 books. Какой бы он ни был умный, вот он откроет свое «я» с помощью каких-то манипуляций. So he says that over 700 books are prohibited officially right now in Russia. So we have no access to the information which is contained. And so no higher self can get us to the place where this information is contained. Просто нам и раньше запрещали книги, и сейчас. Это вот сейчас такой магазин существует, но завтра его может не быть. Я сейчас читаю эту книгу. Essentially what he says Вы пользуйтесь, пожалуйста, никто не мешает. is, for example, now we have the shop, the bookshop like that. But yesterday, Wait, one at a time, or I don't get to hear, and I want to hear. да, пожалуйста, по очереди говорите, потому что невозможно донести до папера. У вас же как коммунистический. Okay. Essentially, he says that, for example, we are right now very lucky that we
have the shop. But yesterday there was no shop like Right. that, and maybe probably today there's going to be no shop like that. So Yeah. Никакой информации я не получил. But it's there will be been no information. it's been that way throughout time, and somehow wisdom has managed to survive. Но в принципе так обстояли дела на протяжении длительного очень времени. You can choose any moment in history and find that that's true somewhere. И вы можете найти очень много периодов в истории различных стран, когда дела обстояли именно этим образом. Но мудрость все равно существовала и в те времена. Books have been burned, libraries, back in ancient times, the Library of Alexandria was burned down. Somehow wisdom survived. Смотрите, даже были времена, когда сжигали целые библиотеки, например, Александрийская библиотека, которая погибла в огне, и тем не менее мудрость человеческая выжила. But just as there are those that will work to bring information forward, there are those that will work to suppress information. Точно так же, как некоторые кладут жизнь на то, чтобы предоставлять информацию и давать доступ к информации, некоторые совершенно в открытую противодействуют свободному. We live in a world that has polarity, and it's up to us to balance that polarity by where we stand according to that. Мы живем в мире, который состоит из полярностей, из диаметральных противоположностей. И всегда за нами у нас есть выбор, где мы стоим, на какой стороне этой противоположности, и как мы как бы балансируем себя. And wherever we are, whoever we are, we all do our part for that. И где бы мы ни находились, и кем бы мы ни были, мы всегда в этом так или иначе принимаем участие. Including you, because you're here tonight holding on to one of those books in this shop. И включая вас, учитывая то, что вы сейчас здесь находитесь в этом магазине и сжимаете в руке одну вот из этих книг, где, соответственно, информация, наверное, содержит. All right. То есть это момент... Anybody else? Еще есть вопрос? Otherwise, he's going to keep me busy all night. Весь вечер будет меня держать. Okay. Самиджей, скажите, пожалуйста, ваш ченнелинг с Гаей происходит спонтанно, или вам Гая назначает определенное время для ченнелинга? Или вы с ней договариваетесь, что у вас есть определенное время для ченнелинга? Could you please tell us whether the experience of channeling Gaia is a spontaneous experience for you, or Gaia gives you some kind of guidelines where you do the channeling, or do you have some set times for channeling Вы sessions? круглые сутки в ченнелинге с Гаей? Or is it throughout the day, 24/7 that You know, it's channeling mode? channeling is an on-call kind of thing. It's a gift. It's an ability that I have when I want it and need it. Ченнелинг — это такая способность, это как дар. И он приходит тогда, когда есть определенный запрос. So it's something that I do take care. I take care of my physical body on days that I know I'm going to be channeling a lot. I take a little bit better care of myself. Я как бы вмешиваюсь в том смысле, что я несу ответственность за физическое тело, в котором я пребываю. Поэтому, например, если я знаю, что идет какая-то информация, приходит информация, я чуть лучше забочусь о себе чисто физической стороны. And in simple ways, for instance, if I eat a really big meal, the density of that, the body is going to need all of that energy for digestion. Ну, например, если я, скажем, плотно пообедала, телу потребуется очень много энергии для того, чтобы этот обед, скажем, переварить. And even though I've been doing this for a lot of years, some of that energy will go to the physical body. И несмотря на то, что я делаю это в течение ченнелинга, в течение многих лет, тем не менее, часть энергии, которая могла бы быть задействована в ченнелинге, она уходит как бы на переваривание пищи. After I've been channeling a lot, I try and make certain to eat something and to go outside and to breathe some fresh air. Could you please repeat it for me? After I've been channeling a lot, I try and eat something and then be outside and breathe some fresh air. После того, как я длительное время нахожусь в состоянии ченнелинга, я стараюсь потом что-то покушать и выйти на улицу и как следует подышать свежим воздухом. I make sure and have an equal amount of time, at least for channeling and for being me, who I am in my body. Я соблюдаю баланс между
состоянием ченнелинга и состоянием, когда я просто являюсь сама собой внутри своего собственного тела. And I always realize that the purpose of my life is living my life and not channeling. И я всегда осознаю и отдаю себе отчет в том, что цель моей жизни – это моя жизнь, а не ченнелинг. It's something that makes my life better, it enhances my life and has helped many, many people, but I can always decide to set it aside. Ченнелинг сделал мою жизнь более насыщенной, более интересной, он помог очень-очень многим людям, но это что-то, что я всегда могу оставить в стороне. I actually feel so complete with it that if for whatever reason Gaia or anyone else said, you know, you've been doing this for 20 years, it's time to stop, I wouldn't look back and I would never think anything of it. I would say I had a great 20 years, it's complete. И ченнелинг дал мне ощущение такой законченности, такой завершенности, что если завтра Гая скажет мне: окей, ты занимался этим уже 20 лет, пора остановиться и пора прекратить это, я не буду никогда оглядываться назад и скажу только: эти 20 лет были бесподобными, спасибо, и они закончились. But before that happens, I'm going to teach a whole lot of people how to do it. Но прежде чем это наступит, такой момент, прежде чем он придет, я многих людей обучу тому, как это делать. So you know what? Let's just have some channeling already. Давайте уже приступим к ченнелингу. Yeah. So here's a few simple guidelines for tonight. Итак, вот несколько очень важных замечаний для сегодняшнего вечера. Because I do go into this trance, it helps me to just have a defined space for myself. Поскольку я вхожу в состояние легкого транса, мне очень важно, чтобы у меня было такое ограниченное пространство, в котором я могу ориентироваться для себя. So if you're comfortable where you're sitting, if you could stay in those seats at least until the channeling part is over, I would really appreciate that. Поэтому, если вы удобно сидите, если вам на своем месте хорошо, пожалуйста, оставайтесь на своих местах до конца ченнелинга. And if you have anything that's you brought with you that's around you, if you could put it underneath your seat instead of someplace out in the floor, that's also helpful to me. И если у вас есть какие-то вещи, которые вы с собой принесли, пожалуйста, положите их под стулья. Не сбоку, не рядом, а под стулья. If anyone has any cell phones to turn off or anything like that, I would appreciate that. Если у вас есть с собой мобильные телефоны, то, пожалуйста, включите. And the other thing is if I'm sure that questions and answers are a good idea. И еще одно замечание. Несмотря на то, что я считаю, что вопросы и ответы это в целом очень хорошая идея, мы всегда это делаем. If you do have a question, I'd really appreciate it if you could raise your hand and then allow Yana to translate the whole thing for Gaia to make it as clear as possible. Я хочу вас попросить о том, что если у вас возникнет какой-то вопрос, пожалуйста, поднимите руку, задайте свой вопрос и подождите, пока вопрос будет переведен для Гаи. And I think the only thing else I can think of is to let you know that we're recording tonight audio and video. И еще хочу вам сказать, что мы сегодня делаем запись, видео и аудиозапись. And I'm hoping that this will be, we're going to put this on a website where you can see it as well. Я надеюсь, что эта запись будет выложена на веб-сайте, где вы сможете ее потом увидеть. So I would like to encourage you to visit a new site that's been developed. It's pepperlewis.ru. Поэтому, пожалуйста, заходите на сайт. Это русскоязычный сайт. Он называется pepperlewis.ru. And if you visit it now, you'll already find that there is some audio there and some video, and we're going to add some more to it as soon as we can. И если вы зайдете уже сейчас, вы увидите, что там выложено достаточно много уже материалов, и со временем мы планируем выкладывать туда еще больше и больше информации. You know, it might not seem like it to you, but you are very important to the rest of the world. И, возможно, вам так не кажется, но вы очень и очень важны для всего мира. The fact that we are an international community, that we are really a family, is very important. Тот факт, что мы являемся международным сообществом, это тоже очень важно. And when I'm in the States, I love telling people about where I've been and who I've had a chance to meet, and you become part of my family.
И когда я нахожусь в Штатах, я всегда рассказываю людям о том, в каких частях земного шара я побывала и с кем я встречалась, и говорю о том, что вы стали членами моей семьи. So just before I go into that trance, I just wanted to thank you for that opportunity and for sharing this evening with me. It means a lot to me. Поэтому, прежде чем мы начнем ченнелинг, я хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли возможность такую стать членами семьи Гаи. И хочу вам сказать о том, что это для меня очень-очень много значит. This is just a simple family evening gathering, but you're going to be in my heart forever. Это просто такой семейный вечер вместе, но в моем сердце вы останетесь навсегда. Okay. Are you going to sit or stand? Okay. Indeed, I bid you good eve. Итак, я вас приветствую сегодняшним вечером. I welcome you to a moment of your own choosing. И я приветствую вас в том моменте, который вы сами выбрали. I welcome you to a life of your own choosing. Я приветствую вас в жизни, которую вы выбрали для себя. And it is important that you recognize it as that, as you having chosen this life and this moment. И очень важно, чтобы вы сами отдавали себе в этом отчет. Вы выбрали эту жизнь и это мгновение. Because any time that you begin by acknowledging that the choice is yours, the choice to change is also yours. Потому что каждый раз, когда вы признаете, что вы сделали выбор, за вами остается и выбор изменить. You see, if the choice were not yours, even from the very beginning, you would not be able to evolve as quickly as you are now. Если бы вы знали, что это не вы сделали этот выбор, даже с самого начала, You would not be able to evolve as quickly as you are now. вы были бы не в состоянии так быстро развиваться, как вы развиваетесь теперь. The reason that this moment, this pivotal moment in evolution is present is because you have allowed it. И причина того, что этот момент, этот эволюционный, переходный момент в истории наступил, заключается в том, что вы его выбрали. Вы сделали это возможным. In fact, you have invited it. Вы пригласили его. And long ago, even at a time before this that you cannot imagine, you began this journey. И задолго до того времени, которое вы только можете представить себе, вы начали это путешествие. Although it could be said that it is a journey without ending, at the same time it has many beginnings. И хотя вы можете себе сказать, что в этом путешествии нет конца, но оно имеет много начал. Each of these beginnings has come at a time of your choosing. И каждое из этих начал наступило в то время, которое вы сами выбрали. You do this individually, you do this collectively. Вы сделали это индивидуально, каждый для себя, и вы сделали это как коллектив. And at this particular moment, as you near the end of one age, you are choosing more. И в этот конкретный данный момент, когда вы находитесь почти в конце одной эры, вы выбираете еще больше. Have you ever stopped to consider what part of you chooses? Когда-нибудь вы задавали себе вопрос, какая часть вас делает этот выбор? Does your soul choose? Does your personality choose? And where does choice even come from? Что выбирает? Ваша душа выбирает или ваша личность выбирает? Откуда проистекает этот выбор? Choice is something that can only exist in the moment. Выбор – это нечто, что может существовать только в моменте. If you are considering this or that, that is not choosing. Если вы выбираете между тем или этим, это не выбор. It is only a choice when you take a step in thought and deed in that direction. That is a choice. Выбор – это то,
что вы делаете в уме и предпринимаете шаги в этом направлении. You may consider an idea as much and as often as you like. That is not a choice. Вы можете просто рассматривать какую-то идею о выборе со стороны, столько, сколько вы этого пожелаете, но это не будет выбором. A choice is when you align a truth within you to such a great degree that you take a step forward for that. Выбор происходит тогда, когда вы внутри себя настолько соединяетесь с какой-то правдой, которая уже существует внутри вас, что вы делаете шаг в направлении этой правды. So although it could be said that you chose this lifetime long ago, it is only now that you are living that choice. И хотя можно сказать, что вы выбрали эту жизнь давным-давно, только сейчас вы живете эту жизнь, вы проживаете. So that is the second requirement. A choice is a living thing. И второе, это как бы второе требование. Выбор – это вещь, которая живет. Choice creates aliveness. It is born out of purpose and creativity. Выбор проистекает из жизни, из жизненности. Это что-то, что проистекает из творческого момента. And when a choice is truly creative, it can correct even the entire universe. И когда выбор действительно творческий, он может скорректировать даже целую вселенную. To correct something does not necessarily acknowledge that there has been an error. Скорректировать что-то, исправить что-то не означает, что где-то когда-то была сделана ошибка. This universe, this harmonic universe, is a self-correcting one. Эта вселенная, эта гармоническая вселенная, она корректирует сама себя. Therefore, you and this life and the choices that you make are self-correcting. Поэтому вы и эта жизнь, и выбор, который вы делаете, они тоже самокорректирующиеся. This is how free will works in the third dimension. Так работает свободный выбор в третьем измерении. The self, out of all of the possibilities, chooses that which corrects not just your life, but the entire universe. Ваше «я», ваше большее «я» выбирает сделать такой выбор, который скорректирует не только вашу нынешнюю жизнь, но и всю Вселенную. And when these choices are deep and pure, you find that a new age is just about to be born. И когда этот выбор сделан очень глубоко, и когда он очень чист, вы понимаете, что прямо там, за поворотом, настает новое время и новая эра. And that is the importance of this time that you are living. И в этом состоит важность того времени, в которое вы сейчас живете. It is time to discover life by self-correcting. Пришло время признать жизнь, распознать жизнь как то, что корректирует саму себя. To correct, to discover, to bring forward. Скорректировать, заново открыть и сделать это настоящим. Вынести это на первый план. And so the moment that is present for you is yours. Итак, возможность для того, чтобы сделать это, она перед вами. It is yours because you have chosen it. You have chosen this life, this moment. Это возможность ваша, потому что вы выбрали эту жизнь и это время, этот момент. In the next moment, you will make another choice. В следующее мгновение вы сделаете другой выбор. Next year, you will have many choices to make. На следующий год вам предстоит сделать много выборов. Perhaps I have dropped a small hint if you will pay attention to it. Возможно, я вам сделала небольшую подсказку, если вы обратите на нее внимание. Next year, your 2011 year will bring much change, much opportunity. Следующий год, ваш 2011 год, принесет с собой много перемен и много возможностей. Many times next year, you will ask yourself, what should I do? И много раз на будущий год, в течение будущего года, вы спросите себя, что мне нужно сделать. And while the choices will not necessarily be difficult to make, you will feel challenged by them. И хотя выборы, которые вам предстоит сделать, может быть, и не такие сложные,
они, тем не менее, будут вам казаться сложными. Because one of these choices will come from your future and one will come from your past. Потому что один из этих выборов придет к вам из будущего, из вашего будущего, а другой придет из вашего прошлого. And you will feel pulled by both equally. И в равной степени вас будет тянуть и в ту, и в другую сторону. One will draw you forward to an unknown that you are curious about, but a little afraid. Один поведет вас в сторону, которая вызывает ваше огромное любопытство, и в то же самое время оно содержит столько необычного и неизвестного, что вам будет страшно двигаться в этом направлении. The other will seem all so tempting, you will almost take it. А другой выбор будет настолько заманчив, что вы почти что сделаете именно его. It will be tempting because in some ways you will say, oh, that is the choice that I had wanted for so long. Finally, it is here. Он будет заманчивым, потому что что-то внутри вас скажет: о, это вот то самое, чего я ждал так долго, наконец-то оно пришло. But just before you make that choice, some part of you will say, that is what I wanted for so long. Do I still want it now? Но когда мгновение для того, чтобы сделать этот выбор придет, какая-то маленькая часть внутри вас скажет: я так долго ждал этого, но ждал этого давно. So the choice between the known and the unknown will challenge you. Итак, этот выбор бросит вам вызов. Выбор между известным и неизвестным. And it is yet to be seen what you will choose as you correct, self-correct. И еще предстоит выяснить, что вы на самом деле выберете в моменте, когда вы корректируете себя, исправляете себя. In these words is another clue that I have given you, the self. It is the self that corrects. It is the self that chooses well. И в этих словах содержится еще одна подсказка для вас. Это я, ваше как бы высшее я, то, что выбирает, то, что корректирует и самокорректирует себя. When in doubt, allow the self to choose. Когда вы находитесь в состоянии сомнения, позвольте именно этой части сделать выбор. It is the self that does not have a hard and firm opinion. Это та часть вас, у которой нет твердого, жесткого мнения. The self knows that all things considered, you will always make the right choice. Это та часть вас, которая знает, что выбирая из многого, вы всегда выберете верно, вы сделаете правильный выбор. The self knows that all things considered, all things are equal. Это часть вас, которая знает, что если мы рассмотрим все возможные варианты, каждый из них в равной степени имеет право на существование. If you allow the self to choose, more than likely it will choose the creative choice. Если вы позволите этой части своего «я» сделать выбор, скорее всего, она сделает выбор в пользу наиболее творческого пути. It will choose the new direction, the direction unexplored. Она выберет новое направление, направление, которое еще не исследовано вами. It will not necessarily choose the more difficult aspect as the personality fears that it might. Не обязательно она выберет какой-то наиболее сложный путь, потому что именно этого всегда боится ваша человеческая личность. It'll choose what is most pure in the moment, as choices can only happen in the moment. Она выберет самый чистый вариант развития, потому что выбор всегда делается в моменте. So I have brought myself forward to be of service to you this evening. Итак, я сегодня вышла к вам, чтобы послужить вам. Through a simple act of moving energy from one state into another, channeling comes forward. Из этого простого действия, из выбора передвинуть энергию в каком-то одном направлении, из этого простого выбора проистекает феномен Ченнелинга. So I bring myself to you in this moment. Let us see what you bring to me. Итак, я здесь сейчас в этот момент стою перед вами. Посмотрим, что вы принесли сюда. Very well. Who is it that will pose the first question? Кто задаст первый вопрос? Well then. Имеет ли смысл в новом времени перебраться поближе к природе?
with this new era, with the new time which is coming upon us, is it necessary, is it helpful to move from big towns closer to nature? Do you have a specific desire to be in nature? Is the question a personal one or in general? Это общий вопрос или это ваш личный вопрос? Есть ли у вас личное, персональное, личное желание быть поближе к природе? Да, естественно. Yes, I have a desire to move closer to nature. Good. As the new age approaches, as you know that it approaches quickly, Новая эра действительно настает, и вы знаете, что она настает очень быстро. it is important to find yourself in that new age now. И очень важно, чтобы вы уже сейчас нашли себя в этой новой эре. For instance, imagine a panoramic photograph of the new age. Imagine yourself in that photograph. You belong there. Например, представьте себе такую панорамную фотографию новой эры. И представьте себя на этой фотографии. Вы уже принадлежите к этой новой эре. You see, if you did not belong there, it would not matter if you were in the countryside or a large city. Если вы не там, если вы не на этой фотографии, не в новом времени, совершенно не важно, где вы находитесь, на природе или в большом городе. So first, decide that that is where you want to be and that you have already chosen that. Поэтому сначала решите, что сначала вы хотите попасть в эту новую эру, вы уже принадлежите ей, а потом ищите свое место на основании этого. Then decide that every resource that is necessary and important to you is already yours. А потом решите, что любые средства, любые ресурсы, которые вам необходимы в этом новом времени, они уже принадлежат вам, они уже ваши. You see, after all, that is the question beneath the question. В конце концов, это именно тот вопрос, который лежит под вашим вопросом, скрывается за вашим вопросом. Because one of humanity's fears is that there will be a shortage of some of the most important resources. Потому что человечество очень боится, что настанет такое время, когда ресурсов не будет хватать, важных ресурсов не будет хватать для всех. In this country in particular that has known its share of shortages, this question is even more prominent. В особенности в вашей стране, которая в свое время познала на себе ситуацию, когда ресурсов действительно не хватало. В вашей стране этот вопрос стоит еще более остро. So decide that you belong here and now and in the next age, and that you are well accompanied by what you need. Поэтому решите, что вы живете здесь и сейчас, и вы уже живете в новой эре, и все, что вам необходимо, будет сопровождать вас в этом новом времени. Now, after you have determined that you will have what you need, now begin to choose or to desire where and how you wish to be and live. И после того, как вы решите, что у вас всегда будет все, что вам будет необходимо, после этого вы можете начать выбирать, где вы хотите находиться и каким образом. Begin to desire it in the simplest of all ways. И начните, как всегда, с самого простого. Before the mind begins, will I be able to? Will I have the money to do so? Will I have the security or a job? До того, как разум начнет свою обычную историю и начнет задавать вопросы, смогу ли я переехать, скажем, или будут ли у меня возможности, или будут у меня деньги, средства и так далее. In a simple way, in an innocent way, desire it. Самым простым образом, самым невинным образом пожелайте чего-то. Now, what is your true desire? Итак, каково ваше истинное желание? Say the words, for they are already within you. Скажите, произнесите слова, потому что они уже внутри вас. Жить в новой эре. I want to live in a new age, new time. Yes. Now I will tell you that the last time a new age came about, you did not survive. Да, и я хочу сказать вам, что последний раз, когда наступила новая эра, вы не выжили. Deep within you, this memory still exists. Глубоко внутри вас память об этом до сих пор жива. And so there is a deep yearning within you to live, to be. И внутри вас поэтому есть огромное, глубочайшее желание быть, жить.
And you wish to assist others in doing the same. That is the second part. А другая часть этого заключается в том, что вы хотите помочь другим сделать то же самое, выжить. A moment will come in your future that will require some amount of courage. I tell you that now. И сейчас я вам хочу сказать, что придет момент в вашей будущей жизни, когда вам потребуется вся ваша смелость. In a way that you cannot quite imagine now. Matters not how you think it. It will not be that. Вы не можете себе сейчас этого представить, не так, как вы сейчас об этом думаете, а все произойдет совершенно по-другому. When that moment comes, summon your courage. It will have great result. Когда этот момент настанет, соберите всю свою храбрость, всю свою смелость. It is deep and important to your soul and even to your being now as you feel it. Это имеет огромное значение для вашей души и даже для вашего нынешнего состояния. Вы можете это почувствовать сейчас. It is that moment that you have lived all of life until now for. Ради этого момента вы жили всю свою жизнь до сегодняшнего времени. And that is not to say that your life until now has mattered less, but that is an important moment. И это не значит, что ваша жизнь до сегодняшнего времени не имела никакого смысла. Нет. Но этот момент будет очень важным. The earth will support you and your courage and your choices. И Земля вас поддержит, и поддержит вашу храбрость и ваш выбор. Have I answered your question, sweet one? Ответила я на ваш вопрос? Да, спасибо. Yes. Call upon the earth from time to time. You may find that I have a few other things to say to you. Иногда зовите к себе Землю, и вы поймете, что у меня есть еще кое-что, чтобы с вами поделиться. But we can whisper about that in private. Но мы об этом пошепчемся тихонько между собой. And? Yes? Насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь, нам даны страдания, чтобы мы развивались. Нужно ли развиваться какими-то еще другими? As far as I know, the sufferings that we have in our life have their own purpose. We develop through our sufferings. Is there any other way to develop? Of course. Конечно. Suffering is a choice. Страдание – это выбор. But because it has been one of the main choices for so very long, it is chosen more often than not. И поскольку это был один из наиболее широко распространенных выборов, он и сейчас по-прежнему таковым остается. Люди, как правило, выбирают это. The third dimension is steeped in pain and suffering and has been for centuries. Третье измерение, оно просто застряло в боли и страдании уже века. Because long and longer ago, the thought was that through pain and suffering, one evolves faster. Потому что давным-давно существовало такое мнение, что через страдания и через боль человек развивается быстрее. In fact, one of the more obsolete thoughts is that the third dimension was the highway to evolution. Одна из мыслей, которая уже на самом деле давно устарела, заключается в том, что третье измерение это был такой шоссе, скоростное шоссе в направлении эволюции. And the more pain and suffering one could endure, well, the better place in heaven you would earn for yourself. И чем больше боли и страдания проходит человек, тем более высокое место в раю, как бы он себе завоевывает. Unfortunately, pain and suffering more often than not earned you the next lifetime upon the earth. К сожалению, чем больше боли и страдания вы привлекаете к себе, тем с большей уверенностью вы привлекаете к себе еще одну жизнь на земле. Because the answer to pain and suffering is that it is a choice, one of many. Потому что ответ боли и страданиям – это то, что это является выбором одним из многих. So when one truly understands the purpose of the third dimension, one of the denser dimensions, Поэтому, когда вы начинаете осознавать цель существования третьего измерения, которое является одним из плотных измерений, after many lifetimes you begin to discover that the third dimension is the movement through pain and suffering. тем больше вы начинаете в конце концов осознавать, что третье измерение,
цель его – это как бы двигаться сквозь, от страданий и боли. And that one does have a choice in that. И вы понимаете, что есть выбор. Now, as this age now quickly ends, you will notice that in some ways there is even more pain and suffering than ever before. И сейчас, когда смена времен происходит так быстро, вы можете увидеть, что на самом деле количество страданий и количество боли только увеличивается вокруг вас. And that is because this belief is about to end, but not quite yet. И это происходит потому, что наступает конец этой уверенности, конец этому постулату, что боль и страдания приносят развитие. Еще не вполне этот конец настал, но он уже близок. So for the next few years, you will see even more of that. Поэтому в следующие несколько лет вы увидите еще больше всего этого. And then, almost all of a sudden, it will seem to be less and less and less in a very quick succession. А потом, буквально на протяжении нескольких лет и очень быстро, вы увидите, как всего это становится меньше и меньше и меньше. Because humanity will finally have tired of that concept. Потому что, наконец, человечество устанет от этой концепции. Once you pass the threshold of the new age, it will be easier to look back and see it as an old concept instead of a current one. Когда вы перешагнете порог, который отделяет вас от этого нового времени, вы увидите, что вам становится очень легко оглядываться назад и смотреть на эту концепцию как старую, устаревшую. And so anytime you find yourself in any pain, whether it is emotional or physical, remind yourself of that. Поэтому всякий раз, когда вы оказываетесь в ситуации боли, любой боли, эмоциональной или физической, напоминайте себе об этом. Remind yourself that while you have chosen that and many times, you may also choose different now. Напоминайте себе о том, что вы уже выбирали это состояние на протяжении многих лет и много раз. И напоминайте себе о том, что вы сейчас можете выбор сделать другой. And more than likely, I will have the opportunity to remind many others that it is almost at end as well. Еще раз воспользуюсь этой возможностью, чтобы напомнить всем остальным. Времена эти почти пришли к концу. Это концепт. I thank you for that question. И я очень благодарна вам за этот вопрос. Все так и вот. Yes, I heard you earlier. Да, я вас раньше уже слышала. Go ahead, do your best. Что? Sorry? Go ahead, do your best. Давайте, постарайтесь на этот раз еще. Make your best appeal. Вот когда я могу найти свою стезю, когда я могу найти наконец-то, да, и что сейчас меня мешает сейчас вот, находить ее? Спасибо. When I would finally be able to find my way in life, to find my destiny and to find my goal, and why am I not able yet to do that? Because you have not stumbled upon the greater truths that you respect yet. Потому что вы еще не встретились с той большей правдой, которая будет вызывать у вас огромное уважение. Пока. You do not have a great respect for yourself or for life yet. У вас пока нет внутри уважения ни к самому себе, ни к этой жизни. Life has not proven itself to you worthwhile yet. Пока еще жизнь не кажется достойной жизни. And so life has no immediate reward to reflect to you yet. И поэтому жизнь еще пока не нашла способа, чтобы вам принести как-то достойное вознаграждение. Пока. The purpose of life is first life. Цель жизни – это прежде всего цель, это прежде всего жизнь, во-первых, жизнь. And your path has more to do with being than doing. И ваш путь – это путь, чтобы быть, не чтобы делать. As I have said to others, you are a human being, not a human doing. Как я вам уже не раз говорила, как я уже многим людям не раз говорила, вы прежде всего человеческое существо в смысле существования, а не человек делающий, не человек-делатель. So the first step in discovering what you wish is to first discover what you are. Поэтому прежде чем вы поймете, чего вы хотите, вы должны сначала понять, чем вы являетесь. Not who you are, but what you are. Не кем вы являетесь, а чем.
являетесь. The being that you are, that you have always have been. Существом, которым вы являетесь, и которым вы всегда были. There is a truth that dwells within you and deeply. Внутри вас живет правда, и она живет очень глубоко внутри. That truth as yet is unacknowledged. И эта правда, она еще пока не открыла себя. In essence, you have come to this life on a dare. Вы пришли в эту жизнь, чтобы сделать как бы попытку. Life has taken up that challenge with you. И принесли с собой этот вызов внутри. So life will match you moment by moment. Поэтому жизнь будет соответствовать вам мгновение за мгновением. Take one step toward what you are, and life will take one step forward and reveal one secret to you. Сделайте шаг навстречу тому, чем вы являетесь, и жизнь в ответ делает шаг, чтобы открыть вам следующий секрет. Take another step forward toward your truth, and life takes another step toward you as well. Сделайте еще один шаг для того, чтобы открыть более глубокую правду, и в ответ и жизнь сделает такой шаг. Eventually, you will find yourself nose to nose with a mirror that looks much like this one. Do you see your image reflected there? В конечном итоге вы окажетесь нос к носу с отражением, которое будет похоже на это отражение в зеркале. Видите вы, каким образом отражает зеркало вас? And although you will see yourself reflected there, you will see something else there, a greater truth, a deeper truth. И несмотря на то, что вы увидите там свое отражение, вы увидите там еще что-то, более глубокую правду. It will look like you, but you will almost be seeing through yourself. Она будет выглядеть как вы, но вы будете способны практически видеть ее сквозь вас, сквозь ваше отражение. In that moment, it will seem almost as if you are stepping through that looking glass. И будет казаться, что вы почти что шагнули за это зеркало, за пределы зеркала. One of those rather strange moments where you feel as if you have turned yourself inside out. Это будет такой странный момент, когда вам будет казаться, что вы практически вывернули себя наизнанку. Then you will be wearing your truth as if on the outside. И вся ваша правда, все ваше существо, вы увидите его как бы со стороны. And then you will see the deeper truth that you have come to live. А потом вы увидите более глубокую правду, которую вы будете в состоянии прожить. You see, you think that you must discover that greater truth and then you can live it. Видите ли, вы думаете, что вы должны сначала как бы узнать, раскрыть эту более глубокую правду, а потом вы будете в состоянии прожить ее. Instead, life will prove to you that you must live it and then you will discover the self. Но жизнь действует по-другому. Вы должны жить, а потом вы будете узнавать себя. Do not think that I evade your question, for I know it well. И не думайте, что я ухожу от вашего вопроса, потому что я знаю, о чем говорю. In the words that I have offered you, I am almost pushing your nose against that glass. И в этих словах, которые я произношу вам, я практически заставляю вас посмотреть нос к носу на свое отражение. The rest is up to you. А остальное это остается за вами. And you are almost there. И вы почти там. You have danced around this question and you have come very dangerously close to it several times now. Вы уже давно вертитесь вокруг этого вопроса и уже давно на расстоянии опасной близости подходили к его решению. At the last moment, you take a step back instead of a step forward. И в последний момент вы всегда делаете шаг назад, вместо того, чтобы сделать шаг вперед. And then, for some strange reason, meaningful only to you, you begin the dance again. А потом, по какой-то странной причине, которая имеет значение только для вас, вы снова начинали танцевать вокруг этого вопроса. You may tire of that any time you choose. И вы устанете от этого, и придет время выбирать. You are almost there. Вы почти что там. I know what you seek. You will find it. Чего вы ищете? Вы найдете. If I were to give you one of those oversimplistic answers like, well, it's already within you, И если бы мне пришлось бы вам дать один из этих супер простых ответов, например, такой, ну, он уже внутри вас.
But I have a great deal of respect for you and the path that you have chosen and the journey that you have made. Но внутри меня живет огромное уважение к тому пути, который вы прошли, и к тем вопросам, которые вы задаете. And so I will ever be of support and nurturing to you as you discover this truth. И я всегда буду сопровождать вас и поддерживать вас на этом пути, на котором вы открываете себя. I tell you again, you are very close to it. Еще раз скажу вам, вы очень близко. Thank you. It is not a complete answer, but have I satisfied at least some of your curiosity? Это, конечно, не полный ответ, но надеюсь, что я удовлетворила хотя бы часть вашего любопытства. I'm satisfied. Very good. Now I will come check on you in a few months and see if you have come dangerously close again, like the moth does to the flame. И я через несколько месяцев взгляну на вас со стороны и посмотрю, насколько близко вы опять подошли к решению вашего вопроса. Настолько ли близко, насколько мотылек может в опасной близости быть от огня. As a final thought, I tell you, in order to discover this greater truth, be willing to allow some of the older ones to become burned up in that flame. И напоследок я хочу вам сказать еще одну вещь. Когда вы подойдете снова близко к решению этого вопроса и близко к тому, чтобы найти какую-то более глубокую, высокую правду, позвольте части старой правды сгореть в этом плане. Even those that you have gained at great personal sacrifice. Даже пусть это будет та правда, которую вы добыли ценой больших жертв, личных жертв. Indeed. I understand. Yes? Я заранее прошу прощения аудитории, у меня вопрос частный, касается меня лично, но я думаю, что вероятно ответ будет интересен многим. И вопрос делится на два. Первое, правильно ли я понимаю то, что несколько месяцев последних я действительно имею честь общаться с Духом, вот, и получать ответы на возникающие вопросы у меня и моих близких. Это первая часть вопроса. The question consists of two questions. The first part is that true that the lady has a great honor to meet the Spirit, to communicate with Spirit in all the matters which considers herself and her close ones? Yes. Да, это так. И второй часть. Второй вопрос вот в чем. Почему сейчас, особенно остро, в моей, в принципе, внешней благополучной жизни для меня встает вопрос материального, состояться материально, прошу прощения, вопросы роскоши, благополучия, именно комфорта. Может быть, я это притягиваю, может быть, это другая грань духовного, и как с этим справиться сейчас, как сделать так, чтобы материально не захлестывало, и была возможность, и, может быть, мое призвание, вот, возможности общения, помогать другим через это. И почему так материально сейчас стало давить меня, я так стала его желать, особенно остро. Хотя я уже зрелый человек, и прошла, например, что стадию давно. And the second part of the question, although this calling from the Spirit is so acute and so alive during the recent months in my life, I also feel a deep calling from the material part of my life. Everything which considers money and luxury and comfort all of a sudden became of very high importance in my life. So I want to know why it is like that. Why all these questions arise in my life. So that you will find the true balance between all of these. Это все поднимается для того, чтобы вы нашли баланс между одной стороной и другой. So that you will not choose one over the other. Чтобы вы не выбирали одно в противовес другому. Why should you not have the comforts that a physical life would offer to you? Почему вам нужно отказываться от того комфорта, который может предложить вам физическая жизнь? You are in a material body. Вы в конце концов находитесь в материальном трехмерном теле. But who is in the material body? Spirit. Находится в этом материальном теле.
So you must nurture both aspects of your being. Поэтому вы должны заботиться и о том, и о другом аспекте вашего существа. Do you not both eat food and drink water? Разве вы не едите еду и не пьете воду? Do you not exist in the waking state and the sleeping state? Разве вы не существуете в пробужденном состоянии и в состоянии сна? A left brain hemisphere and a right brain hemisphere? Разве у вас нет состояния, разве у вас нет правого полушария и левого полушария головного мозга? Do you not respond to both light and dark, upper and lower? Разве вы не отвечаете одновременно и на свет, и на тьму, на что-то более высокое и на что-то более низкое? You see, part of the difficulty in the third dimension is that one believes that they can only make one choice. А часть сложности, которая существует в этом третьем измерении, состоит в том, что человек всегда думает, что ему нужно сделать какой-то один выбор в пользу чего-то одного. In any given moment, make the most creative choice. Но в каждый конкретный момент делайте выбор, который является наиболее творческим. The one that brings aliveness, Делайте тот выбор, который приносит жизнь, curiosity, discovery. любопытство, открытие. The one that causes you to seek and to find. Тот выбор, который позволяет вам искать и находить. If you will limit your access to spirit, you will find density too dense. Если вы ограничите свой доступ, ограничите свое общение с духом, вы поймете, что трехмерная, плотная часть жизни для вас будет слишком плотной. But if you give yourself completely to the material, you will find an unbearable sadness. Но если вы сделаете выбор и полностью погрузитесь в материальный аспект жизни, вы поймете, что ваша жизнь стала очень грустной. So, sweet one, of mind and heart, choose both. Поэтому всем сердцем и душой выбирайте все. Now, you have entered a time of initiation. Итак, вы подошли ко времени своей инициации. During times of initiation, a great treasure is dangled before you, something that you very much want. Во времена такой инициации что-то, имеющее огромную ценность для вас, оно буквально маячит у вас перед глазами и заставляет вас все время тянуться за ним. And just before you reach for that treasure, there is something that says, wait, wait. И только вы уже как бы дотянулись до этого, что-то вдруг отвлекает вас и говорит вам, подожди-ка, подожди. Before you go for that treasure, what about this? Прежде чем ты возьмешь это сокровище, что ты скажешь по поводу вот этого? And so the path of initiation causes you to pause. И поэтому путь инициации заставляет вас остановиться, сделать паузу. Most initiates fail in this moment. И, как правило, большинство тех, кто проходит эту инициацию, они проваливаются на этом моменте, они не сдают этот внутренний экзамен. Because they believe that they must choose one or the other. Потому что они искренне верят, что они должны выбрать одно или другое. That is the moment to decide to choose both. Настал момент, чтобы выбрать и то, и то. When you choose both, polarity moves toward the center and becomes one. Когда вы выбираете и то, полярности собираются, полюса сходятся в центре, и то, что было одним или другим, становится единым. Separation is erased and eased. И разделение стирается, и напряжение уходит. And the very thing that could have caused you suffering instead brings peace. И то же самое, что могло принести вам огромные страдания, вместо этого приносит мир. In this contest, choose both or choose neither, and either way you will win. Поэтому в такие моменты либо выбирайте и то, и другое, либо не выбирайте ничего. И в том и в другом случае вы выиграете. Between the all and the nothing there is very little difference, you know. Потому что между всем и ничем на самом деле очень небольшая разница. Between the greatest light and the darkest dark, there is only the one thing. Между самым светом светом и самой темной тьмой всего лишь одна вещь. Indeed? Так? No, the one thing, is that what confuses you?
Итак, это одна вещь, это то, что вас смущает. Я неправильно поняла ответ, что это за вещь? Может быть? Нет, она просто. Do you want the lady to say what is this thing? What is this one thing? The one thing is the one truth. Could you please repeat? The one thing is the one truth. Одна вещь, это просто одна правда. Одна истина. The one truth. Одна истина. What is it that confuses you? Что вас смущает? Пока, видимо, не могу осознать. Я потом посмотрю на сайте записи и еще раз. У меня будет третий вопрос, и я сяду на это. Maybe right now I cannot understand it completely, and now I have the third question. Maybe it's better for me to sit down and just to think a little bit. What is your third question? I will tell you whether to stand or sit. Какой у вас третий вопрос, и потом я уже скажу, садиться вам или продолжать стоять. Должна ли я сделать, как мне распорядиться вот этой возможностью? Что я должна делать теперь, получив возможность общаться? What do I have to do right now? Своим близким и вообще помочь? What do I have to do? How do I manage with this new ability that I have, the ability to get in touch with spirit? How can I help my friends, my relatives, my close ones? Choose the gift. Выберите дар. Choose the gift and abandon nothing else. Выберите дар, но ни от чего не отказывайтесь. Choose the gift. It has already chosen you. You may as well choose it. Выберите дар, потому что дар уже выбрал вас. Поэтому, возможно, вам нужно выбрать дар. You need sacrifice nothing in order to have the gift. Для того, чтобы выбрать этот дар и иметь его, ничего не нужно приносить в жертву. Let it be your teacher. Пусть этот дар станет вашим учителем. The answer is a simple one, sweet one. What confuses you? Это очень простой ответ. Что вас еще смущает? Ответственность. Responsibility. Я боюсь неправильно трактовать, я боюсь ошибиться. I'm afraid to make Я a боюсь mistake. ввести в заблуждение тех, кому я говорю что-то, потому что я не помню, что я говорю. I'm afraid that I can confuse the ones and confuse the ones who are asking actually answers from me, and I'm afraid that I can make a mistake myself. You can. Можете сделать ошибку. You can make a mistake. Можете сделать ошибку. You will make a mistake. И будете делать ошибки. Is the gift worth having? Но тем не менее, разве дар не заслуживает того, чтобы тем не менее? Have you made mistakes in life? Вы в жизни разве не делали ошибок? Have you survived? Вы выжили, You will survive this too. и это тоже переживете. And so will those whom you guide. И те переживут, кого вы будете вести за собой. If you like, you may say to them, I am new at this, you know. Think twice before you take this guidance. Поэтому вы можете сказать, прежде чем принимать кого-то, вы можете сказать, для меня это новая сфера деятельности, подумайте дважды, прежде чем ко мне обращаться. But you will find that you will not say those words. Но вы поймете, что вы эти слова не будете произносить. Because when you receive that guidance, you will know that it is the truth. Потому что когда придет этот голос внутри, когда это направление внутри откроется, вы поймете, что оно ведет вас в правильную сторону. But I will tell you this, take it or do not take it. Но я скажу вам следующее. Берите или не берите. Decide. Решайте. Я возьму. I will take. Very good. Now you may sit. Теперь можете садиться. And Итак, еще вопрос. have you find yourselves at a completed moment? You have no further conversation. Больше у вас нет вопросов? Вы чувствуете, что вечер завершен? Но вот так надо понять. Давайте следующий. Well then. В чем лично мое предназначение на Земле? Вы можете? Can you tell me what is my goal? What is the purpose of my life on this earth? No. Нет. Why? А зачем вам? Ask a better question. Задайте вопрос получше. This is a curiosity.
Yes, that is why I will not answer it. Да, и именно поэтому... Because there is nothing but curiosity behind it. There is no substance. Но потому что я не буду давать ответ, потому что за этим вопросом ничего скрывается, кроме обычного любопытства. Нет почвы для вопроса. If you wish to discover the purpose of your life, sweet one, put some substance behind it. Если хотите узнать, в чем цель жизни, подведите какую-то базу, опору для этого. You are curious about life. Be more curious. Вы уже любопытны по отношению к этой жизни. Будьте еще более любопытны. You have a very sweet, sweet heart. У вас сладкое сердце. Now you must allow it to feel for humanity. И теперь вам пришла пора разрешить ему почувствовать человечество. Yes, to feel something greater than the moment itself. To feel something greater than this moment. Почувствовать что-то еще более великое и значительное, чем этот момент. Live with curiosity, but with a greater curiosity. Живите с этим любопытством, но живите с большим любопытством. The kind that will allow you to find what you seek. С таким любопытством, с любопытством такого рода, которое вам позволит найти то, чего вы ищете. You have had many lifetimes in which you have danced about in circles. У вас было много жизней, на протяжении которых вы ходили кругами. Many lifetimes in which you have dressed yourself as you do now, in a very pretty body. Много жизней, в которые вы одевали себя точно так же, как вы одели себя и сейчас, в очень симпатичное, милое тело. But you did not find what you were looking for. Но вы не находили того, чего искали. And you did not find that energetic truth that you so wanted. И эту правду, энергетическую правду, которую просила найти ваша душа, вы ее не нашли. There is indeed a great purpose while you are here. Действительно, цель вашего пребывания здесь и сейчас на Земле, она огромна. Make certain that you do not overlook any truth that comes your way. Постарайтесь, чтобы ни один важный момент, ни одну важную истину вы бы не прошли мимо. Do not sell yourself short in this life. Не продавайте себя задешево в этой жизни. Once you discover one or two or three goals, pursue each of them equally. Когда вы найдете одну цель, вторую цель, третью, преследуйте их все в равной степени. Do not stop until you achieve at least two of the three. И не останавливайтесь до тех пор, пока вы не достигнете хотя бы двух из трех. Choose to live the life that you choose. Выберите прожить жизнь, которую вы выбираете. And when you see another life that looks a little bit more interesting than yours, a little bit prettier than yours, turn away. И когда вы увидите еще одну жизнь, которая выглядит еще лучше, чем ваша, еще красивее, чем ваша, отвернитесь. You have chosen this life as one in which you will allow yourself to discover a truth. Вы выбрали эту жизнь как ту жизнь, в которой у вас будет возможность найти правду. The same truth that at least 3 times has eluded you. Ту же самую правду, которая ускользала от вас по меньшей мере 3 раза. You have it within your power to see that this does not happen again. И в вашей власти сделать так, чтобы этого не случилось еще раз. But you must call and summon that power. Но вы должны призвать к себе эту власть и отдаться ей. And curiosity alone will not give it to you. А простое любопытство не приведет вас к этой правде. I give you one final word of guidance. Еще одно последнее слово напутствия. In this life, and at least for the next 3 years, avoid those who tell fortunes for a cheap price. В этой жизни, по крайней мере, в ближайшие 3 года, избегайте тех, could you please repeat it for me? Avoid those that tell fortunes for a cheap price. Избегайте тех, кто предсказывает будущее задешево. You are easily gullible during this time. Слишком легко вас отвлечь в этот раз. So you must seek the greater truths, not the lesser ones. Поэтому вы должны искать больших истин, более глубоких истин, а не более мелких. The guidance I give you is based upon your experience in previous lives, so I know of which I speak. И этот совет, который даю, он основывается на опыте ваших прошлых жизней, потому что я знаю, с кем говорю.
Perhaps you will notice that it is more about your past that I have told you than your future. Возможно, вы уже заметили, что я говорю больше о вашем прошлом, нежели о будущем. Because this is where the wisdom is. Потому что это то, где скрывается мудрость. Indeed. Well done, sweet. Хорошо. Well done. Хорошо. Мне еще очень хотелось пообщаться поближе просто. I Очень would like to приятное have ощущение. some more conversation because the sense of the conversation is so pleasant. Yes. The feelings are so pleasant. Yes. Да, это так. You are well guided, sweet one. У вас хорошее, вам хорошо помогают, направляют вас. Спасибо. Indeed. Again, very well. The last one of the evening. Итак, последний вопрос. Мои друзья попросили меня задать вам вопрос, если можно, про квантовый переход. Some of my friends asked me to put this question before Gaia. This is a question about the quantum jump. Каким образом, что он из себя будет представлять и каким образом к нему оптимально можно подготовиться? What exactly does it mean, the quantum leap, and how can we get prepared to cross the threshold? Very well. The quantum leap means that as a collective humanity, there is a great step where evolution is concerned. Квантовый переход, квантовый скачок означает, что подходит такое время в истории человечества, когда человечество может совершить огромный эволюционный шаг. In its most literal sense, it means that the human being is becoming a different kind of human being. В самом широком смысле можно сказать, что человеческое существо становится другим по природе человеческим существом. These differences will not become evident until a few hundred years from now. И по-настоящему это не станет заметно, это не станет очевидно еще на протяжении нескольких столетий. But in several important ways, the human being will be changing its physiology. Но физиология человеческих существ будет меняться очень значительно. Specific organs of importance within the body will change. Очень важные многие органы внутри человеческого тела также будут меняться. For instance, the spleen that is somewhat ignored or known very little about will become one of the prominent organs of the body. Ну, например, селезенка, которую по большей части игнорируют, и о которой до сих пор известно не так уж и много, она станет одним из важнейших органов человека. The appendix that many surrender to the surgeon's knife will also take a more prominent position. И аппендикс, который многие из вас так легко отдают под нос хирурга, он тоже станет занимать совершенно другое место. The heart will gently move a little bit more toward the center of the body. И сердце потихоньку начнет перемещаться по направлению к центру тела. The human body will become more elongated, generally a bit taller. И человеческое тело станет более вытянутым, и люди станут повыше ростом. And several other changes will come about as well. И произойдет еще несколько изменений. Many of the body types that you see upon the planet now will shift, and some will be no more. Многие из типов человеческих тел, конституциональных типов, они устареют и больше не будут воспроизводиться. In the way that nature selects among the very best, some will continue forward and others will not. Точно тем же образом, как природа всегда выбирает самое лучшее, некоторые типы будут продолжать существовать, а некоторые типы отомрут. The evolutional leap also brings a great possibility for consciousness undivided. И эволюционный скачок несет в себе также огромные возможности для того, чтобы развить новое сознание, неразделенное сознание. So that you will not need to think so much about the left brain or the right brain in terms of ideas. И вам не придется больше думать о левом полушарии или правом полушарии. To bring a new era means to bring new thought, new ideas, and a true movement for the entire planet. Привнести сюда новую эру, это значит привнести новые идеи, новые мысли и
и движение в этом направлении. How to prepare for this time is to, in every moment, choose that moment. А как подготовиться? Очень просто. В каждый момент нужно выбирать этот момент. In every moment, decide that you have purpose and reason. В каждый момент решайте про себя, что у вас есть цель, есть основания для того, чтобы быть здесь. In every moment, be present and be willing to take the next step forward. Будьте присутствуйте в каждом моменте и будьте готовы сделать следующий шаг вперед. There is very little else to do, as the inevitable will already come. И делать, в принципе, больше ничего не надо, потому что неизбежное все равно придет. If it is already taking place now, what else could you do but be here now? Если оно уже имеет место быть сейчас, что вы еще можете сделать, нежели выбрать быть здесь и сейчас? Do not listen to those that offer to you words that are limiting. Не выбирайте для себя прислушиваться к тем, которые предлагают вам те слова, которые хоть в какой-то степени ограничивают вас. Do not listen to those that will give you a long list of what you must do or be. Не слушайте тех, которые предлагают вам длинный список того, что вы должны делать или как вы должны жить. You will find most of the lists that they give almost unattainable. Вы поймете, что по большей части все эти списки невозможно их достичь, невозможно все это сделать, невозможно все это выполнить. By the lists that I have seen, there would be hardly anyone left on the planet to keep me company. Если бы я прислушалась и следовала тем спискам, которые мне предлагали в свое время, никого бы уже, наверное, не оставалось на Земле, кто мог бы составить мне компанию. So perhaps you are already doing the right thing. Поэтому вы уже делаете нужные вещи, правильные вещи. Indeed, sweet one, you will deliver this message to those that have inquired. Итак, пожалуйста, донесите это послание для тех, кто просил вас задать этот вопрос. I'll try. Thank you. Just as I have put the message, is that how you will deliver it? In the very same word? Прямо так же, как я сказала, теми же самыми словами вы передадите? Нет, я не запомнила. Я им дам, может быть, ссылку на эту запись. Во-вторых, те, кто меня попросил задать этот вопрос, они сидят здесь. Это слышали. Maybe not in those particular words. Maybe I can't remember it fully, but I will go back to the site, to the recording, and also people who asked me to ask these questions, they are present here and now. Without the courage to stand on their own, they elected you. Итак, не имея смелости спросить от себя, они выбрали вас, чтобы вы спрашивали. Was not our topic for the evening choices and courage? Мы разве здесь не говорим о выборе и о смелости? And already they go unheeded. И уже они взяли и спрятались. Да нет, просто, наверное, я хотела задать вопрос, и они попросили меня задать этот вопрос, и я подумала, что этот вопрос был бы действительно важнее, чем тот, который я хотела задать. It's just the thing that I wanted to ask the question for myself, and all of a sudden I just decided that maybe their question is more important than mine. So I've chosen to ask their question instead of mine. Would you live their life instead of yours? А будете ли вы за них проживать их жизнь? Well, that's good to know. Хорошо это знать. Well done, sweet one. Хорошо. I play with you for the humor of it. Well done. Я просто с вами поиграла немножко, чтобы было повеселее. А так все хорошо. It is an excellent thing to play in bodies, you know. Это замечательно, что вы имеете возможность играть в ваших телах. When you take them lightly, you can carry them around a lot easier. Когда вы несете их с большей легкостью, вам и нести их будет гораздо легче. If you took your bodies lightly, you could almost fold them up and carry them around with you. Если вы будете относиться к ним легче, нести их легче, вы сможете их как бы складывать и просто повсюду носить за собой. So as you go to your homes, do carry them
lightly. Поэтому, когда сегодня вы будете возвращаться домой, несите себя с легкостью. Until the next moment, dear ones, I have thoroughly enjoyed this one. Мне очень понравился сегодняшний вечер, и я с вами прощаюсь до следующего момента, до следующей встречи. I offer to you my deepest gratitude И я вам очень глубоко благодарна. and say to you it is time for the homecoming. Could you please repeat? It is time for the homecoming. И могу вам сказать, что сейчас пришло время возвращаться по домам. It is time to come home. Пришло время возвращаться домой. Welcome home, sweet ones. I Добро bid you good пожаловать eve. домой. Хорошего вечера. Hello. Hope you enjoyed some time with Gaia. I always enjoy it, so I hope you did too. Надеюсь, вам понравилось время, которое мы провели с Гаей. Мне всегда это время доставляет большое удовольствие. Надеюсь, что вам оно тоже доставило удовольствие. Thank you very much. You're very welcome. Very welcome.